я в США и понимаю, что без машины здесь, в принципе, никуда не деться. Поэтому нужно что-то взять. Были варианты взять какой-нибудь Toyota, например, Camry, очень классная тачка. Но все же тяга к заднему приводу и к какому-то драйву, она взяла свое. Поэтому я решил поискать какой-нибудь дешевый BMW. Хотя я знал, что дешевая BMW не бывает дешевой, потому что потом нужно будет платить за обслуживание, за всю остальную историю, какой бы она дешевой не была с самого начала. У меня был опыт с BMW, у меня была трешка 335, у меня была E90, потом я ее продал, купил себе 46-ю 330-ю кабрик. Вот такой был некоторый даунгрейд такой был, скажем. Вот. Ну и я подумал, решил, что надо поискать E30. Вот, на рынке куча предложений, на местном Craigslist, который это местное автору, куча предложений, то есть можно выбрать все, что угодно, на любой вкус, битые, не битые, крашеные, не крашеные, оригинальные, прям в состоянии, там, 10 тысяч пробег и так далее. Все, что угодно есть. То есть я в Москве пытался такую машину найти, там на рынке там 10 предложений, они все гнилые, по сути. В итоге вариант попался хороший, я купил у одного мексиканца Эрнеста машину, заплатил за нее $2300, что, в принципе, весьма дешево. После этого я положил где-то еще 1200 на различный ремонт. Я поменял ремень, я поменял помпу. Ну и, в общем, по мелочи всякие штуковины там набежали. Колодки я поменял по кругу, тормозные диски поменял. Ну, в общем, привел в какое-то божеское состояние ее. И в итоге получилась цена общей машины где-то вышла там 3600, 3700. Все супер, все работает, очень мягенько все, плавненько. Ну, в общем, такая тачка для чила, для очень крутого чила. Прям садишься в нее и катишь по побережью с открытым верхом и кайфуешь. E30 появился сразу после E21. Соответственно, года выпуска это были 84 по 93. И в E30 впервые BMW трешки они ввели в кузов седан и кабриолет. Также впервые появился полный привод на модели 325iX. Что примечательно, в этом же кузове появился первый универсал. В E30 этих годов ставили два типа моторов. Это была рядная четверка, 318 модель, и рядная шестерка, 325. Здесь мы видим рядную шестерку, в ней где-то 170 сил, которые после 25 лет обслуживания, в принципе, едут бодро и стабильно. В кузове кабриолет E30 аккумулятор расположен спереди, хотя, как вы знаете, в BMW он обычно расположен сзади. Возможно, дело в развесовке, а может быть, просто в багажнике кабриолета и так мало места. В двух словах, как открывается крыша на этой малышке. Слева и справа мы имеем два таких вентиля, которые просто крутятся и, грубо говоря, открывают крышу. Кстати говоря, вот здесь вот на козырьке сохранилась оригинальная инструкция с 89 года. Если попытаться поддеть здесь бумагу, то она прямо вся крошится. Ну, прикольная штука, в общем говоря, такой прям с рождения машинки. Мы поддели эти два вентиля и теперь поднимаем крышу с одной стороны, с другой стороны аккуратно так складываем, чтобы не помялось здесь ничего. Здесь есть специальная ручка, которая похожа на ручку двери, и некоторые люди пытаются через нее выйти. Открывается отсек специально для крыши. И далее крыша просто вот так вот складывается аккуратненько в этот отсек, собственно говоря, и все. Но что примечательно, на E30 были электрические крыши, но никто их не любит, и, как правило, их все меняют на механические, потому что очень много проблем с ними было, поэтому механическое считается более надежным. Стекло заднего вида. Со временем оно становится крайне мутное, то есть ничего из салона, ничего через это стекло не видно. То есть нужно вырезать стекло, либо ставить новое, либо менять полностью топ, что, в принципе, многие делают. Также второй момент, вторая проблема — это резинка, уплотнитель между крышей и, соответственно, кузовом. Вот здесь вот по углам, с этого угла и с того угла, когда идет дождь,
вода прямо капает таким ручейком на тебе на коленку. Это, конечно, не очень приятно. Среди владельцев E30 этот бампер просто презирает и гнобят, потому что никому он не нравится, и все пытаются поменять его как можно скорее на европейскую версию, особенно в M-пакете. В принципе, я с ними согласен, и BMW пришлось поставить специальную версию бампера для Америки, потому что в то время был какой-то специальный закон. Состояние салона, состояние кожи просто идеально. Это спортивные сидушки Recaro с боковой поддержкой и с валиком под ногами, что в принципе спасает отчасти в долгих поездках. Ну и в целом состояние кожи и салона, на мой взгляд, это 5 с минусом. Стабильная пятерочка. Помимо классного интерьера, мне повезло с комплектацией. Здесь максимальная комплектация, что в принципе не редкость для Америки, потому что машины для американского рынка, как правило, полностью комплектованы всеми возможными опциями. По крайней мере, в E30 такая ситуация на рынке. Здесь имеется круиз-контроль, здесь имеется электрические стеклоподъемники, имеется борт-компьютер, который одна часть находится здесь, вторая часть борт-компьютера находится здесь. Он показывает различные ошибки. Например, сейчас у нас горит кулант, то есть с охлаждающей жидкостью надо что-то проверить у нас. И тут всякие температуры, часы, там разгон до сотки даже он мерит, между прочим. Также имеются подогревы сидений, что в принципе может показаться, зачем это нужно в Калифорнии, но иногда по утрам особенно жесткий дубак бывает. Также это полезная штуковина, если вы занимаетесь серфом. Если говорить, с чем можно сравнить эту машину, то самая прямая аналогия — это ВАЗ-2106. У меня был ВАЗ-2106, и я могу сказать, что это прекрасный автомобиль, и вот эта трешка E30, она просто идентична, на мой взгляд, она идентична. То есть по управлению, по вождению, по шумоизоляции, по всему, и даже более того, по обслуживанию, да, Жигули — это такой конструктор своеобразный. То есть ты можешь все починить, в принципе, своими руками, что-то там подлатать, прикрепить, и оно будет работать. Здесь все то же самое. Если ты владелец E30, тебе не нужно ездить в сервис. Ты в принципе можешь, да и в принципе, я считаю, должен делать все своими руками. Потому что довольно все просто, довольно все примитивно. Жигули. Ну, то есть динамика чувствуется на ура. Вообще Калифорния — это считается самый штат номер 1 по количеству кабриолетов, потому что солнечных дней здесь в году просто уйма. Я думаю, 90% дней они солнечные. И дождь, допустим, когда я жил в Лос-Анджелесе, дождь я видел всего лишь 3 раза я видел дождь. Кстати, в эти 3 раза я понял, что моя крыша течет. У этой машины есть, конечно, минусы. Главный ее минус, я считаю, это коробка-автомат, потому что все хотят E30 на стике, на ручке. Я, конечно же, тоже хотел на ручке, потому что ручка — это кайф, ручка — это весело. Конечно, она едет на 170 сил, но на автомате это все не чувствуется. Я ездил на E30 на стике, на ручке, тоже с таким же... Да... Вот ты смотри какой, а? Ты смотри какой гад. Ругается на меня. Короче, я ездил на ручке, и она едет... Это совсем другая машина, и она едет просто космически. Она просто... Я не знаю, как будто в ней 2 раза больше сил на ручке. Тем более E30, она такая легенькая. BMW очень легенькая, очень маневренная, и на ручке такое ощущение... У нее еще больше маневренности и такая остроты, скажем так. В общем, ручка E30 должна быть на ручке. Это для меня шок, на самом деле, это автомат, потому что он работает мягче, он переключает передачи мягче, чем на, допустим, на 330-й BMW 46-м кузове. У меня был автомат жестче, то есть там явно такие пиночки какие-то чувствовались. И там был пробег меньше, блин. Здесь пробег, по сути, 200 тысяч километров. И коробка работает, и работает неплохо, и кайф. Это здорово. Также это кабриолет. Кабриолет, а что это значит кабриолет? Это значит, что у нас про жесткость тоже не может быть речи.
все четыре стороны гуляют сами по себе. То есть если наваливать в поворотах, как ты ее закладывать, то она вся расхлябанная, и вообще это стрёмное тело. Я бы не рискнул в горах наваливать на ней там на полной скорости. Можно все свапнуть механику, что в принципе стоит вообще, стоит по-божески. То есть это где-то, я думаю, бюджет $1000-1500. На E30 купе строят очень крутые варианты гоночные. Туда свапают V8, туда свапают, или там что-нибудь турбовое туда ставят. И получается легкий кузов, такая маневренная тачка и нормально мощности. То есть нормально строят тачки довольно дешево, там, я не знаю, бюджет, наверное, $10-15, можно построить купе, ездить на ней на трек. Более того, в американских раллийных школах практикуется следующая вещь. Покупается E30 за $3-4 тысячи и ставится туда каркас, и отдается на растерзание студентам, и они тренируются на ней, развивают какие-то скиллы раллийные. Потому что машинка легкая, и в принципе в ней вот чувствуется вот этот дух Валилова, который в него положили с самого рождения. Расход топлива на этой тачке стабильный для всех моих BMW. То есть они всегда у меня жрут 17 литров где-то на сотку. Дальние поездки на этой машине это ад. Это реальный ад. То есть я ездил несколько раз в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это где-то 700 километров. Это было жестко. То есть в плане, я подкладывал подушку себе здесь у меня подушка, здесь у меня какое-то одеяло там или что-то под поясницей. И я постоянно их менял, потому что там где-то через час езды все тело ноет, все тяжело, все болит. Даже несмотря на то, что здесь спортивные сидушки, типа топовые, все равно не приспособлены под длительное какое-то вождение, под дальнее расстояние. Просто тяжело. Все владельцы E30, которые встречаются на дороге, они в принципе делятся на две категории людей. Первая категория – это люди старшего возраста, как правило, это за 40, за 50 лет. Они купили эту машину в 90-е и до сих пор катаются, радуются и особо не напрягаются. И вторая категория людей – это люди, которые знают, зачем они едут, на чем они едут и почему они это делают. Вот от этих ребят все время, когда я вижу их на дороге, все время они как-то показывают так, либо так, либо так. В общем, все время какой-то респект и позитив от них. То есть такой чувствуешь себя, что ты в комьюнити, в комьюнити E30. И это очень, приятное ощущение. Это очень крутая тачка. То есть это легенда. Я управляю легендой каждый день, и это реально здорово. Come on and ride with us, put your lighters up.